как? Ну как? Не хочет. Всем привет. Хотел поставить сюда столик со стульчиками, кофейку, чтобы было где попить на свежем воздухе, но не получилось. Продолжаем прохождение Сабнатики. И вы помните, что я вам говорил в прошлой серии? Что мы будем строить большую и красивую новую базу, что мы уже набрали материалов для этого. Так вот, забудьте. Не будет у нас никакой базы. Ну, по крайней мере, не в этой серии. Случилось так, что на меня напала большая неожиданность. Возвращаюсь я после того, как уже выключил камеру домой. Никого не трогаю. Вдруг слышу какие-то странные звуки. Ну, впрочем, сами смотрите. Кажется, за мной гонится. Я пока его не вижу, но я слышу. Очень громко и внятно. Что же он такое здесь охраняет? Что-то такое лежит. И что-то за звуки странные вокруг меня. Звуки, допустим, ладно, я догадываюсь. Это, скорее всего, этот телепортатор чертов. Хотя нет, это что-то посерьезнее. А у меня здесь нет батарейки. Нифига себе, отдай, мотылек. Отдай, мотылек, скотина. Где он его положил? Откуда светит? Залезаем, быстро уплываем отсюда. Хотя мне было бы интересно посмотреть, что там лежит. Но от мотылька осталось 10%, его надо срочно спрятать. Давайте спрячем мотылька где-нибудь здесь. Среди вот этих вот деревьев. Выключу его. Выйду. У меня в каком-то багажнике должен быть ремонтный инструмент. Да, вот он есть. Чиним и смываемся отсюда. Быстро, быстро, быстро. Я надеюсь, я от него оторвусь. Надо будет как-нибудь приплыть сюда, когда его не будет. А вот он уходит. Я правильно говорю? От базы где-то 500 метров. И вниз. Где эти деревья? Вот они. Где-то возле этих деревьев есть склон. Черт. Я ниже не могу опуститься. Что делать? Я хочу посмотреть, что там, но мне надо сначала поменять батарейки. Давайте я выключу свет. Здесь я батарейки не поменяю тогда. Не обязательно надо выйти. И давайте, я знаю, с фонарика заберем батарейку. В сканер батарейку ставим. Он куда-то уплыл, похоже. Он нас потерял. И теперь... А теперь я включу свет. Ничего не поделаешь. И пойду искать снова этот кусок. А можно мне вот только свет? Да. Вот так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это я, по-моему, уже поплыл не туда. Это, по-моему, должно было быть где-то здесь. Вот оно лежит. Вот оно лежит. Сейчас мы его быстренько просканируем. Это фрагмент корпуса циклопа. Это, по-моему, то, что мне было нужно. Да! У меня готов циклоп. Не зря я так мучился. Где мой мотылек? Прыгаем. Мотылек быстрее. И сматываемся. Где-то есть? Неважно. Главное, что я успею смыться, пока ты там прицелишься. Ну-ка, полетели. Моя база тут. Это не та база. Вон та моя база. За горой. Уходим. Уходим быстрее.
Не гонится он за нами? Не гонится. Я получил циклоп. Вот так нечаянно. Циклоп. Бац. И свалился, можно сказать, мне на голову. Немножко, правда, пришлось повоевать. Зато теперь у меня есть все чертежи циклопа. И мы можем начать строить себе эту большую подводную лодку. Давайте, наверное, для начала, знаете, что сделаем? Посмотрим. Инструкцию почитаем. Найдем этого циклопа и посмотрим, с чего он строится. Итак, что-то я их не вижу. Вот наши лодочки. Тут есть только Нептун. Да это только пусковая платформа. Где циклоп? Вот циклоп. Он строится в циклопе. Не понял. Ну ладно. Итак, пласталевый слиток 3 штуки. Эмалевое стекло 3 штуки. Свинец 3 штуки. А еще нужна смазка и расширенный комплект проводов. Давайте заберем сразу кусочек смазки. Вот, с проводами, насколько я помню, надо было обычный комплект проводов. По-моему, надо было микросхему. Я один раз сделал, но это было давно, я уже не помню. Возможно, нам еще понадобится пару кусочков золота. Да? На эти провода. 3 свинца нас спросили. О, у нас тут есть пласталевый слиток. Отлично, 2 пласталевых слитка. А третий надо будет сделать. Для этого надо будет титановый слиток. Может, у нас титановый слиток есть? Да, есть титановый слиток. Отлично. И 2 лития, значит. Ну все, я все собрал. Вот так быстренько. Все ресурсы собрал. Расширенный комплект проводов сделан. Я не ошибся, он делается именно так. Что нам еще надо было? Нам надо было сделать пласталевый слиток. И все остальное у нас вроде есть. Хотя нет, еще же стекло. Ну, стекла здесь просто завались. Просто горы стекла. Ладно, давайте мы возьмем 2 зуба. А где лежит у меня стекло, я знаю. У меня есть такой тайный кармашек. Я собрался строить новую базу. И я поплыл вот туда. В смысле, не поплыл, а собрался плыть. Упаковался. Сколько нам? 2... А нет, 3 надо было, да? 2 зуба. Надо еще 1 зуб достать. У меня еще, по-моему, зубы даже были запасные. Итого, последний аккорд. Нам нужно 3 стекла. У нас, наверное, будет большая стеклянная кабина. Аж 3 стекла понадобилось ему. И сейчас мы пойдем делать циклопа. Выбираемся на поверхность. Где-то тут был наш сборщик транспорта. И я очень надеюсь, что в тебе можно будет сделать циклопа. Потому что мне сказали, что циклоп делается в циклопе. Да, вот горит какой-то транспорт. Циклоп! Во! Нифига себе! Теперь я понимаю, почему он называется циклоп. Интересно, он здесь это на мель не сядет? Наверное, надо было мне на всякий случай отойти подальше в море. А то здесь у меня не очень глубоко. Вот это махина. Пошли посмотрим. Прекрасный аппарат. Двигатели такие интересные. Поднимитесь на циклопа вон там спереди, да? Хорошо. Ну давайте я сначала поплыву, посмотрю, что это такое. Какой у него мощный винтик. Шикарно. Тут так далеко светит прожектор. Ничего не скажешь. Поднимитесь, говорит, на циклопа. Да, поднимаюсь, поднимаюсь. Солидно. У меня аж дух захватило. Столько места. Здесь даже шкафы есть, смотри. А здесь я могу делать новых шкафов. Таких вот тоже встроенных. Даже, наверное, там, наверное, сверху могу сделать. Но сверху, наверное, не очень. А это что за комната? Нижняя палуба. Вот эти манипуляторы мне очень напоминают те, на которых висит мой мотылек.
И мой костюмчик. И сверху вон там вот такая же модификационная станция. Возможно, я смогу вот сюда приплывать. Вот это дно открывается, насколько я вижу. И здесь я смогу хранить и мотылька, и этого, и крабика. Пойдемте, зайдем в кабину. А как тут подняться? Это еще не кабина. Это, похоже, двигательная установка. Энергоячейка. Ты работаешь на энергоячейках? Серьезно? Так тебя ж надолго не хватит. Ну ладно, потом сходим на другую сторону. Здесь у нас есть изготовитель улучшений циклопа. Давайте сразу посмотрим. Модуль глубины. Пласталевый слиток, рубин 3 штуки. Это сходу сейчас сделаем. Эффективность двигателя. Мне такое дали. У меня такое есть. Генератор щита неизвестный. Неизвестно. Ремонтный модуль для стыковочного отсека. Медный провод нужен на ремонтный инструмент. И мы сможем ремонтировать транспорт свой прямо в циклопе. Точнее, его автоматом будет ремонтировать. Улучшение камеры приманок. Не знаю, что такое. Никогда не пользовался. Аэрогель, литий, титан. Ну, это могу сделать. А вот это не могу. Как бы мне не хотелось сильно. Это тоже. Ну да ладно. С улучшениями будем потом разбираться. Ну вот здесь, смотрите, тут, по-моему, специальное место предназначенное. Здесь мы сможем проставить ядерный реактор. Зарядки вот по обоим стенкам. Чтобы можно было заряжать. Хотя нам одной зарядки хватит, если туда 4 штуки помещается. И будем все заряжать. Давайте посмотрим еще, что здесь. Это камера приманок. Нет, тыквочками не приманивается. Ну ладно, если нельзя приманить тыквочками, будем искать, чем можно приманить. Вот сюда вставлять лучше. То есть улучшения делаются там, а вставлять ты должен бегать сюда. Ну логично. Чтобы жизнь медом не казалась. Еще 3 батарейки. Ну 6 батареек уже лучше, чем 3, но все равно. И огнетушитель. Интересно. Зачем здесь огнетушитель? Просто интерьер украшает или двигатель на самом деле загорается? Да, это стыковочная шахта. И тут только один люк. Так что только одного могу. Либо краба, либо мотылька. Ничего не нажимается. Но жутко интересно. Непонятно, но жутко интересно. Смотрите. А эта комната специально для меня сделана. Я всегда мечтал иметь с собой переносную лабораторию, чтобы у меня изготовитель был прямо на борту корабля. Чтобы не надо было каждый раз причаливать к базе, если что-то надо сделать. Здесь я вот его и поставлю. Шкафы, изготовитель. У нас будет полностью оборудованная мастерская. У меня аж дух перехватило. Смотрите, какая красивая кабина. Сколько здесь... Опять огнетушитель. Явно это неспроста. Давайте внешнее освещение выключим пока. Чтобы не тратить батарейки. Что здесь такое? Модификационная станция. А, ну так покрасить можно. Можно полоски там выбирать, какого цвета будет. Вот. Что за пульт? Ничего не нажимается. Ничего не крутится. Это только так, для красоты. Ну ладно. А вот это вот что? Мне это похоже на модель циклопа, на которой мне будут показывать, где у тебя неисправности. Где что-нибудь горит или что-нибудь отключилось. А вот это вот плюсик. Это, наверное, шкала его целостности. Шкала здоровья, так сказать. И может быть я прямо отсюда смогу чинить, если что-нибудь будет с ним хорошо. Ну да ладно. Это ты в виде голограммы, смотри. Приближаешься, голограмма появляется. Отдаляешься, голограмма исчезает. И то же самое с кнопками освещения.
Ну, классно сделали. Что, попробуем пролить? Команду запустить двигатель. Отлично, двигатель запущен. Даем гудок. Тут что-то трясется. И отправляемся. Только давайте отвернем, чтобы не врезаться в Аврору. Куда-нибудь в сторонку так. Во. Тут я вижу скорость. И, видимо, целостность корабля на этой штуке. Там что-то похожее на локатор. Но я на нем ничего не вижу. Наверное, он только перед носом, очень близко. Если масштаб правильный, то есть это на 2 корпуса вперед он показывает. Здесь скорость я могу переключить. Ну-ка, давайте посмотрим. Самый полный. Кавитирует, говорит, судно. Сейчас оно развалится от вибрации. Давайте мы включим все-таки поменьше ход. Интересно, далеко мы ушли? Я тут не ориентируюсь. Тут темно, ничего не видно. 500 метров. Максимальная глубина всего-навсего. Нам срочно надо делать модуль погружения. Вот пробел — это вверх. А как вниз? Давайте развернемся вот в эту сторону, чтобы я базу видел. Я хотя бы визуально буду ориентироваться. А вниз можно мне? Alt, Shift, Ctrl, не? Это я наверх вылез. Как тут? С шифтом. С контролом. Не, ну, ничего не получается. Что такое? Тихий ход. Это когда пришвартовываться будем. А вот это камера, киль. Я могу смотреть, что у меня под килем. Ближе к носу корабля. Хорошо, пускай смотрит. Еще есть. Есть камера на винте. О, я вижу, как винт крутится. Класс. Что это за лампочка, не знаю. Габаритные огни, что ли? Давай ты мне будешь смотреть назад. Вот так вот. А как понять, где назад? Ну, допустим, будет вот здесь назад. А это что, сверху? Тут антенна у меня какая-то есть. Еще что-то крутится. Непонятно, какое-то устройство. И здесь что-то крутится. Но это тоже антенна. Куча всяких антенн. Мы можем радиосвязь организовать, да? Слушайте, как здесь хорошо видно. Как в нормальном корабле плывешь. Идешь, точнее. Корабли вроде как не плавают, говорят моряки. Там мы все посмотрели, ну как вниз спускаться? Тихим ходом. Ну не тихим ходом же, да? Нет. Я уже прошел мимо базы. А задним ходом он дает-то? Да, он может задним ходом давать. А как же мне вниз спуститься? Давайте, знаете, что сделаем? Если ничего не помогает, говорят умные люди, почитайте инструкцию. Как разобрать, выйти, брать назад. И тут слоты дальше пошли. А нет, тут не только слоты. У меня есть ускорение даже. Никогда не пользовался. Смотрите, двигаться вниз буквочкой С. Оказывается, все есть. Надо было только прочитать инструкцию. Я пол игры проиграл и не знал, что у меня есть возможность двигаться вниз. Ну-ка, испытываем. Я опускаюсь вниз, ребята. Я могу этой штукой управлять. Давай, ты только не врежься. Включить тихий ход. Тихий ход включен. А почему у тебя такие большие обороты, если у тебя тихий ход? Я что-то не понимаю. Давайте переключим. Первую скорость, малый ход. Подходим. И сейчас поставим его ровненько вот здесь вот. Вот так вот. Давайте я даже посмотрю с камеры вниз, чтобы у меня там было все ровно. Ну, могу ближе подойти. Я как раз на той высоте, на которой и шахта.
То есть вход у нас будет на одной высоте. Я что, в нее уперся? Ну да, она не показывает. Извините, я нечаянно. Ну что? Я приехал. Давайте вырубаем двигатель. И выходим отсюда. Здесь включен красный свет. Очень удобно. Чтобы не отвлекало. Давайте мы выключим освещение. А почему освещение не выключается? Я не понял. А, оно уже выключено. А как этот красный свет выключить? Ну ладно. Потом будем разбираться. Пойдемте, выйдем наружу. Тут света нету. Тут можно в темноте ноги переломать. У меня есть стратегическая подводная лодка, я бы сказал. Я с ней смогу не только перевести все ресурсы за раз, за один рейс, который у меня тут есть для новой базы приготовленные, но и крабика возить с собой. А то он пешком ходит очень медленно. Вот так на циклопа погружу, и все, и поехали. Даже мы сможем спуститься в ту пещеру, в которой стекло. Ту глубокую. Сам краб туда не залезет. Ну, в смысле, упасть он может, но обратно он бы не выбрался. А сейчас мы все сможем сделать. Ладненько, побаловались немножко и хватит. Теперь давайте нашего циклопчика снарядим как следует. Там, по-моему, надо было 3 рубина. Пласталевый слиток. Там, по-моему, надо было гель. То есть еще один рубин и гель. Для чего-то, я уже не помню, там за какой-то ловушки. Пласталевый слиток. У нас тут есть один слиток титана. А еще нам, наверное, понадобится медный провод и ремонтный инструмент. А как делается, кстати, ремонтный инструмент? Как делается ремонтный инструмент, чтобы у моего мотылька ремонтировали автоматом? Вот, инструменты. Пещерная сера, силиконовая резина и титан. Вообще ерунда. Легко. Сера, резина, титан. 1. И 3 титана, по-моему, надо было еще на эту. На сам апгрейд. С гелием. Давайте, пока я не забыл, все это дело сделаем. Гели делается здесь. Ремонтный инструмент же. Ремонтный инструмент, а где он? А, кстати, что такое, а? Светодиодный фонарь. Вот, этот фонарь надо поставить, наверное, в предбаннике, чтобы там было всегда светло. Тут там ноги можно переломать. Нет, не ракету, мне надо было вот эту вот штуку. Значит так, провод. Ремонтный инструмент у меня есть. На модуль погружения у меня тоже все есть. Модуль эффективности двигателя у меня есть. Теперь нам надо подумать о том, чтобы циклопа не съели. И посмотреть, из чего там делаются эти ловушки для существ. Если за мной какие существа погонятся. 3 титана и комплект проводов. Не дешевая штука. И таких надо будет 5 штук, да? А самоулучшение, улучшение камеры приманок, 2 лития еще надо. А еще я, наверное, должен сделать побольше огнетушителей, потому что там, как бы, они висят явно не зря. Не так просто это все. Давайте мы возьмем серебряные руды. Вот так вот, 3 штучки сделаем себе, 3 комплекта проводов. Сделаем себе раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три приманочек вот этих вот. И огнетушители, ну, допустим, вот этот вот ряд. 12 штук я возьму. Нет, 12 штук у меня не поместилось. Сейчас. Давайте переработаю сначала то, что взял, чтобы было побольше места в инвентаре. А потом мы с огнетушителями будем разбираться. Потому что явно этот циклоп будет гореть. Наверное, от столкновения какая-нибудь проводка там будет коротить. Начнутся пожары, и мне этих 2 огнетушителей явно не хватит. Что я здесь могу сделать? Нет, это не хочу.
Я хотел огнетушитель. Вот. Сколько мы их сделаем? Ну, штучки, наверное, 4 для начала. Посмотрим, сколько у нас титана хватит. Вот так вот. Ну, смотрим, что у меня в инвентаре. 4 огнетушителя. Это для ремонтной шахты. Литий. А вот это вот я зачем взял? Пласталевый слиток надо было для этого. Для модуля погружения. Давайте-ка его сделаем. И у меня закончится литий. То есть литий мне надо взять еще раз. Окей. И теперь давайте сделаем еще ловушек. Где они? Вот такие вот. Сколько там у меня? 3 комплекта проводов было. В принципе, мы можем сделать сразу 5, чтобы это... Ну, уже полный комплект был. Только мне надо сходить за серебром. А то у меня как-то очень мало осталось. А, не помещается. А здесь по 2 делается. То есть отставить панику. Все хорошо. Я уж думал, что мне тут серебра придется последние запасы на это дело пожертвовать. А тут вот сколько их. Я еще захочу там шкафчиков, куда я огнетушители буду складывать. И эти тоже лишние, куда я буду складывать. Давайте-ка я отставлю вот этот морской глайдер. И возьму себе немножко свинца. Еще, наверное, надо будет взять... ставить пару мест, чтобы взять вот такого вот кварца. Может, я нормальные шкафы там сразу поставлю. Посмотрим. Ну что, пошли благоустраивать нашего циклопа, доводить его до ума. Я, между прочим, уже даже его немножко покрасил. Тут за кадром поигрался. Он будет вот у меня такой, голубенький. Название поменял. Знаете, говорят, как корабль назовешь, так он и подплывет. Так что вот самое главное мое желание, чтобы он никогда не утонул. Будем сейчас разбираться, что тут с красным цветом этим делать. Освещение не включается. Фиг его знает. Не понял. Почему здесь заряд 0? Здесь 100, здесь по нулям. Это вот этот красный цвет так садит батарейки. Я же весь свет выключил. Ладно, давайте немножко освободим руки. Будем смотреть дальше. Что сюда надо было положить? Модуль эффективности двигателя. Эффективность двигателя 300%. Вот так вот. Шикарно. Он в 3 раза экономичнее будет работать. А тут вот. По нулям 2 батарейки съел. Я тут пару метров проехал. Огнетушители. Давайте мы огнетушители поставим где-нибудь в шкафчик. Такой вот маленький можно. Здесь узкое, здесь не пройду. Возле входа я тоже не хочу. А, вот здесь можно. Я надеюсь, он не будет мешать закрывать дверь. Во, я так могу пройти, сюда сразу залезть. Давайте я помещу сюда эти приманки. Сколько поместится. Только сначала надо сделать улучшение. Увеличить вот эту вот штуку. Ремонтный модуль мы сделаем. Во-первых. Во-вторых, делаем модуль погружения. Вот наш циклоп, чтобы не утонул. Чтобы наш мотылек тоже должен был отремонтироваться. А что-то еще было? Ремонтный модуль, гидролокатор. Нет. А там приманки были. Лития 2 штуки. Я же брал вроде лития. Странно. Поэтому приманки пока складываем в этот шкафчик. Вместе с огнетушителями. Вот сколько у нас их. Замечательно. Эти модули можно вставить. И у нас тогда уже циклоп будет более безопасный. То есть, чтобы не утонул, вставили. Чтобы работал экономично, вставили. Отремонтировать, вставили. Лития надо еще, чтобы его не съели.
Будем отстреливать приманки, если за нами кто-нибудь погонится. И пойдемте делать самое главное. Как-то разбираться с этими энергоячейками. Потому что это не дело. Чуть-чуть постояло, и вот уже... Смотрите, 79. Было 100. Надо смотреть, где тут... Я думал, он что-то будет более экономичный. Так что на тебя батарейк не напасешься. Даже с ядерным реактором. Может, я что-нибудь, какой-нибудь режим включил? Здесь ничего не отображается. Что тут у меня? Тихий ход. Ну, давайте я выключу тихий. Чё? Что-то изменилось? Свет в салоне включился. Так это типа не тихий ход, в смысле он не медленный, он для того, чтобы ехать тихо, крадучись. Внутреннее освещение можно будет выключить, чтобы он не тратил батарейку последнюю, внешнюю тоже. И пошли. Темно, правда, но у меня есть фонарик. Так вот она что. Этот режим тишины надо было выключить. А то он очень сильно тратит батарейки. Но будем знать. Давайте возьмем свое влитие. Пойдем доделывать приманки. И будем думать что-то с энергоячейками. Надо их как-то заряжать. Зарядка для энергоячеек у нас где-то... Я знаю, как я сделаю. У меня же есть этот инструмент в руках. Так будет быстрее. Где она? Вот она. 2 рубина, расширенный комплект проводов, еще один. Ну, добро. Сейчас сделаем. Как раз у меня 4 батарейки. Мы в него ложим, и все будет заряжаться. 2 рубина. Расширенный комплект проводов. У нас больше нету? Нет у нас ничего. Для того, чтобы сделать микросхему, нам надо, наверное, пару кораллов. Смотрите, сколько у меня батареек. Я из них могу сделать запасной комплект ячеек. Вот таких вот. По 2 батарейки на ячейку. Вот у меня еще есть одна заряженная. Давайте я возьму. И все сейчас мы сделаем. Давайте сначала поставим на зарядку. А потом будем продолжать с этими. Там 2 золота, по-моему, надо было. 2 серебра, чтобы сделать комплект проводов. А микросхема, я знаю, надо будет, наверное, медные руды. Обычный провод сделать. Давайте пробуем. Делаем простой комплект. Сейчас у меня должна загореться микросхема. Да, сделали микросхему. Делаем теперь серебряный комплект проводов. И у меня должна загореться эта штука. Золота не хватило. Куда-то золото, видимо, уже ушло. Я его точно брал. Ладно. Что ты говоришь? У меня в горле пересохло. Ну ладно. Сейчас поправимся. Где тут? Раз, два, три взяли. Что, уже кончилось сразу? Давайте-ка я... У меня места нет. Это съем. Это съем. Возьмем немножко семян. Потому что семена нам тоже там понадобятся. Нам надо построить вот такое устройство. И строится оно строителем. Где мы его будем размещать? Сюда куда-нибудь вниз влезет, не? Влезет. Ну ладно, давайте сбоку вот здесь вот его разместим. Вот так вот. Вот. Теперь положим туда заряжать батарейки. Ай, подождите, тут только 2 помещается. Это как-то совсем не смешно. Я еще смотрю сюда наверх. Вы видите, у меня на базе 54 энергии осталось. 375 всего максимум может быть.
А эти две в батарейке по 400. Ну, в смысле, они вдвоем 400. Если я 4 поставлю, это будет 800. То есть они выжжут всю мою энергию на раз. Надо будет что-то думать. Мне до утра не хватит, сейчас свет погаснет. Давайте срочно доставать батарейки. Потому что это плохо кончится. Давайте я лучше из этих батареек понаделаю запасных ячеек. Пока будем питаться этими, а потом будем думать, какой нам тут генератор поставить. Итак, для того, чтобы сделать энергоячейку, тут ты никак рецепт не покажешь, да? Только сюда надо залезать. Для того, чтобы сделать энергоячейку, батарея, силиконовая резина. Ну, в смысле, две батареи. Силиконовая резина у нас вот здесь. Сколько у нас там комплектов? Раз, два, 4. Давайте попробуем. Может быть, нам хватит изготовителя для того, чтобы это вот все сделать. А потом включим, может, батарейки, в смысле энергоячейки в это устройство вставим. И пускай тогда уже забирает остальную энергию. Тем более белый день на дворе наступил. Посмотрим, хватит ли мощности на моих солнечных батарей. Запаса так точно не хватит. Но хватит ли мощности для того, чтобы их заряжать? Где они были, которые? Ну. Растет. На 2 хватает. А если я, допустим, захочу на 4? Он мне на 4... А, вот сюда поместится. Два рубина, по-моему. Рубины кончились. 2 рубина, 2 титана, расширенный комплект проводов. Еще один расширенный комплект проводов, то есть еще 3 золота. Еще 2 серебра. Еще 2 меди, еще 2 коралла. Вот так вот. Все ресурсы почистую уничтожим сейчас. Так. Обычный комплект проводов сделали. Медную петушку сделали. Микросхему сделали. И теперь расширенный комплект проводов наконец мы сделали. И теперь я смогу вот эту вот штуку закончить. Вот. У нас будет зарядка на 4 батарейки. Сейчас, кстати, проверим. Хватит солнечных или не хватит. Нос. Что показывает? Ну так, на грани. 23, 24, 22. 21. Почти хватает. Вот как раз. Если ничего больше не работает, то немножко эти вот устройства едят больше, чем мои солнечные батареи производят. Ну хорошо, хотя бы днем можно будет заряжать. А для того, чтобы заряжать ночью, нам не знаю. Надо будет какой-то ядерный реактор ставить. Ну не ядерный, ядерный реактор будем строить на новой базе. А на это, наверное, я построю биореактор. Посмотрим заодно, что это такое. Или здесь у меня недалеко есть вулкан. Можем теплоэлектростанцию построить, побаловаться. Посмотреть, что такое. Ну а пока пошли вставим то, что я приобрел. Где, кстати, он? Первым делом, пока я не забыл, вставляем батарейки. Так. Так. Что-то мышь моя поломалась. Ролик совсем не работает. Сейчас сделаем вот эту вот ловушку. Точнее, улучшение для ловушки. И вставим ловушки на место. Чтобы нас никто не покусал. Чтобы мы могли отстреливаться. Вот сюда еще можем батарейку вставить. Это 59, это 0. Замени на 100%. Ну а тебя заменять не на что. Стой пока так. Вот. Берем ловушки. 5 штук, по-моему, надо было. Вставляем сюда вот это вот излучение. И смотрим, как это вот все вот теперь выглядит. Да, 5 штучек. И мы загрузили боекомплект. Все.
мы можем отстреливаться. Но корме для диких тварей мы позаботились. А о себе любимом... Давайте вот здесь я буду приплывать на крабике. Весь из себя такой голодный и сохший. Давайте мы поставим здесь горшочек какой-нибудь покрасивший. Вот такой вот, например. Ну, где-нибудь. И мы сейчас сюда посадим немножко зернышек. Пускай у нас здесь растет кое-что. И еще один горшочек, даже два можем горшочка поместить. Здесь или вот здесь. Как вам кажется? Ну там за дверями, наверное, будет шкаф. Удобнее поставить. А здесь... Фиг его знает. Давайте здесь горшок поставим. Вот так, например. А что у тебя не хватает? У тебя титан кончился. Ну, понятное дело. Ну, ладно. А пока что мы позаботились о себе. О своей пище. О пище для левиафанов. Чтобы их кормить. И даже я позаботился о том, чтобы скрафтить себе комплект энергоячеек запасной. Правда, я скрафтил только 5. Не мешало бы мне скрафтить 6, чтобы был бы полный комплект. У меня только одна батарейка, и здесь нету ни грибов, ничего такого. Медь я бы нашел, а вот с грибами у меня дело туго. А, я знаю, где я возьму. Вот я здесь возьму батарейку, здесь их навалом. Я даже могу взять не свежую. Вот отсюда взять, поменять. А из той батарейки сейчас мы сделаем. Возьмем еще одну резинку. По-моему, резина у меня здесь. И резинка последняя. Все кончается. Все буквально заканчивается. Все съел наш циклоп. Недаром он так называется. Но, правда, теперь у него другое название. Непотопляемый. И сейчас мы сможем напоследок сделать еще одну операцию. Давайте попробуем заплыть туда на мотыльке. И посмотреть, как он пристыкуется. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот так ты. Открываешься. Ой, уже что-то ударился. Все просто. Все про... Во, смотрите, заработал наш пульт. Здесь есть багажники. Я могу залезть прямо отсюда в багажник, достать, что мне надо. Или положить что-нибудь. Шикарно. Могу менять энергоячейку. Хотя зачем ее менять? Она, по идее, и так должна заряжаться. Но на сегодня, наверное, закончим серию. Мы сделали очень много, но однако в следующей серии нас еще ждут великие дела. Мы будем здесь делать лабораторию. Мы здесь будем делать склад там внизу. Здесь еще что-нибудь придумаем сделать. Посмотрим. Будем изучать еще эту кабину. Может быть, мы что-то пропустили. Кстати, пишите в комментах, если я что-то пропустил. Как этой штукой управлять. Почему она столько батареек съедает. Когда горит красный свет, я подозреваю, что это режим вот этого вот тихого хода. Так называемый скрытный режим столько съедает. Но почему он работает даже при выключенном двигателе, я не понимаю. Но на этом все. Не унывайте. Все будет хорошо. Всегда об этом помните. И никогда не поддавайтесь отчаянию. Пока-пока. И увидимся.